Друзья, самые внимательные из нас, наверняка, читая последние апдейты от Obsidian, наткнулись на очень странную вещь, которая называется Obsidian CLI, Obsidian Command Line Interface. А что это вообще такое и зачем он нужен? Помимо того, что вокруг нас сейчас Command Line интерфейс расцветают, то есть много чего сейчас доступно через вот такой вот функционал, в Obsidian кажется это довольно подозрительным и интересным. Наверняка, так как вы подписаны на мой канал, кстати, подписывайтесь, если еще нет, каждый раз, когда вы видите аббревиатуру CLI, у вас чуть-чуть возникает подозрение. Ну, раз это CLI, то значит не только для нашего юзаджа это придумано, а еще и для юзаджа агентов. А что если Obsidian CLI совместить с каким-нибудь агентом? Неужели мы сможем сделать так, чтобы весь наш Obsidian стал доступен прямо нашему агенту, и он бы мог с ним работать просто полноценно, где бы мы ни были? Давайте вместе проверять. Прежде чем мы побежали проверять, внизу подписываемся на канал, оставляем какой-нибудь коммент, чтобы это видео увидело как можно больше людей. И, конечно же, жду ваших лайков вот там тоже внизу. Итак, что это за Command Line интерфейс такой? Как им вообще пользоваться? Если мы здесь нажмем кнопочку шестеренку, то есть настройки, и видим на вкладке General наши апдейты, нам нужно убедиться, что мы сейчас на самой последней публичной версии Obsidian. И самое главное, что у нас еще и последний инсталлер. То есть вам нужно будет скачать Obsidian Installer с сайта Obsidian, после этого поставить из него уже новую последнюю версию, и тогда у вас появится вот эта магическая настройка, которая называется Command Line Interface. Она у вас по умолчанию будет выключена, мы ее включаем вместе. После этого Obsidian захочет сделать магию всю, чтобы у нас Command Line интерфейс был доступен из нашего терминала. Мы регистрируем все, увидим, что сейчас у нас все произошло хорошо. После этого вам нужно будет перезапустить терминал, если он у вас сейчас открыт, и все, запускаем. Вот мой терминал открыт, на фоне у меня открыт Obsidian, нам осталось только выполнить команду Obsidian, и наш Obsidian уже здесь. Круто! Если мы с вами сейчас начнем разбираться, каким образом им пользоваться, то мы, конечно, не увидим крутейшего экспириенса, но я вам хочу напомнить, что мне кажется, что весь этот CLI написан не для классного человеческого использования, а для того, чтобы наши агенты им пользовались, поэтому давайте быстренько пробежимся по основному функционалу. На самом деле, через этот CLI можно делать вообще все, что угодно, что мы хотим с нашим Obsidian. Если я захочу себе создать новую запись, соответственно, у меня есть специальная команда Create, я нажимаю ее. После этого у меня будет несколько опций. Я могу выбрать имя файла, путь файла, первичный контент. Я выбираю контент, и теперь могу написать какой-нибудь новый контент 1, 2, 3, и у меня создается просто untitled файл. Вы увидели, вот это произошло мне прямо на бэкграунде моего терминала. Мой untitled файл, контент 1, 2, 3. Круто! Давайте продолжать экспериментировать. Если захочу создать себе файл, например, с каким-нибудь именем, я выбираю себе уже опцию Create Name. Здесь в двойных кавычках напишу, допустим, New Name, с опечаточкой будет New Main. Вот мой New Main оказался в моем Obsidian. Круто. Обратите внимание, что мы должны совместно держать открытым наш Obsidian и наш терминал. Соответственно, то хранилище, которое у нас сейчас выбрано в Obsidian, является активным для нашего терминала, и все изменения происходят прямо в нем. Здесь еще есть классная команда Daily с разными опциями. Я могу просто выполнить Daily, и у меня открывается на бэкграунде мои сегодняшние заметки. Вот у меня есть купить молоко, купить мясо. Отлично. Если я захочу что-нибудь добавить в мою заметку, я могу использовать команду daily, потом команду append и дальше content. Я могу здесь добавить content. Hello World, я нажимаю и смотрим, что у нас происходит. У меня как раз самый конец моей заметки добавляется Hello World. Кажется, круто. Гиперполезная штука. Этот CLI умеет работать с задачами. Соответственно, тут есть задача task, показать или заапдейтить какую-то конкретную таску, либо вывести список задач. Мы можем нажать список задач, потом Enter, и тогда у меня по всему моему хранилищу будет произведен поиск, и будут выведены именно задачи, которые есть у меня в моем целом хранилище. Если я, допустим, захочу увидеть задачи, которые выполнены, допустим, я могу выполнить тогда команду task done, выполнить Enter и увидеть, что сейчас выводится только купить молоко. Для того, чтобы проверить, что это реально работает по всему хранилищу, я могу добавить новый to-do лист в Obsidian и назвать его hello. Давайте уберем этот чек-лист, вернемся в наш Obsidian, выполним еще раз команду tasks, нажмем Enter, видим, что у нас уже добавляется третий to-do. То есть поиск реально происходит по всем моим записям. Это очень круто.
Отдельно я хочу отметить команду, которая называется Search, потому что эта команда использует встроенный в Obsidian поиск, который получше, чем обычный поиск по текстовым файлам, который делает наша операционная система. Соответственно, мы можем здесь ввести Search, потом задать специальный запрос. Допустим, ищу строчку «Как дела?», нажимаю Enter и вижу, что у меня есть один файл, где встречается эта строка. Отлично, я теперь, если захочу, могу его открыть. Соответственно, теперь мне достаточно выполнить команду Open, путь до файла, потому что мне он уже предоставлен, нажимаю Enter. Все, он говорит, что я открыл только что файл, и я вижу, что в моем Obsidian этот файл уже открыт, где есть строка «Как дела?», я вижу, что это переписка в нашем корпоративном чате. Где-то точно тут есть «Как дела?». А если я захочу, чтобы этот контент был выведен прямо в мой терминал, соответственно, я ввожу то же самое и получаю весь контент моего файла уже в терминале. Друзья, мне кажется, мы уже с вами понимаем, что, блин, это же реально круто. То есть, если мы дадим своему агенту возможность и знание о том, как использовать этот CLI, то тогда мы получаем довольно универсальный механизм, который круто может менеджерить все наши заметки, добавлять, что нужно, искать, самое главное, нужные заметки, работать с нашими туду-листами и делать, в принципе, все то, что мы так любим делать в Obsidian. В прошлый раз мы с вами обсуждали такой классный агент, или вернее, такую классную оболочку, которая называется Py, и мы довольно плотно на нее посмотрели, то есть из чего она состоит, какой есть функционал, и мне кажется, было бы логично, что сейчас мы продолжим работать с ней, потому что у Py есть такая тема, как пакеты или некоторые расширители нашего агента, которые позволяют выполнять другие задачи и, по сути, наделяют наш Py-агент новыми навыками. И, как вы догадываетесь, среди таких пакетов уже есть нужный нам, который учит наш Py-агент работать с Obsidian CLI. Для этого мы так и вводим Obsidian CLI, нажимаем Enter, ждем, что у нас подберется, и мы видим, что у нас уже есть целых два пакета, которые работают с Obsidian CLI. Соответственно, мы можем провалиться внутрь, чуть-чуть почитать, главное увидеть, каким образом он устанавливается. Устанавливается он мега просто, выполняем py, install и нужную нам команду, то есть будет затянут у нас нужный пакет и установлен прямо в наш Py. Соответственно, теперь, если мы запустим себе новый терминал и выполним команду py install, ровно ту, которую мы забрали с сайта, нажмем Enter, подождем чуть-чуть, нажмем здесь Enter, и увидим, что у нас устанавливается нужный нам пакет. Все, пакет установлен, теперь мы готовы работать с нашим Obsidian через агента Py. Если вы не устанавливали себе агента, посмотрите наше прошлое видео, там мы прям разбирались подробно и как установить, и какие базовые навыки нужны, чтобы с ним работать. Он довольно простой, и как вы видите, он супер минималистичный. Поэтому не будем затягивать, прямо нажимаем команду Py, запускаем нашего агента, и мы уже видим сразу, что он нам сообщает, что он видит одно расширение, которое называется Py Obsidian. Блин, это очень круто. Давайте так и спросим. А ты видишь мой Obsidian? Соответственно, сейчас наш агент подумает и что-то нам ответит. Пока не автоматически, я не вижу твой Obsidian, но если твой Volt подключен, я могу читать заметки, искать по ним, создавать и редактировать файлы. Мне кажется, он довольно сильно стесняется. По сути, он умеет делать все с нашим Obsidian. Я спрашиваю, что у меня в сегодняшней дейли заметке? Давайте проверим, что он будет нам делать. Я вижу, что он уже рассуждает о том, что ему нужно использовать Obsidian CLI Skill. И да, он это делает. Он сейчас подгружает Obsidian CLI Skill. Сейчас он смотрит, каким образом запрашивать сегодняшний файл. И я уже вижу, что он получил контент, который мы только что с вами создавали. Купить молоко, купить мясо, Hello World. Hello World как будто бы здесь вообще не в тему. Я говорю, удали мне Hello World и добавь, что мне нужно купить еще и масло. Отлично. То есть я ожидаю, что сейчас он подредактирует мою заметку и сделает и удаление, и сразу добавление новой записи. Для этого я открою сразу свой CLI, Daily Note. Я буду прямо ждать, каким образом он... Да, я вижу... Все. Прямо на наших глазах все произошло. То есть Hello World у нас ушел, добавилось купить масло. Круто. Открой мне прямо в Obsidian вчерашнюю заметку. Давайте попробуем открыть нашу вчерашнюю, то есть от 10 числа. Соответственно, я прямо жду, каким образом это произойдет. Да, вот моя заметка от вчерашнего числа. То есть это очень круто. По сути, он сейчас знает абсолютно все, что можно делать с нашим Obsidian. Нам остается только этим пользоваться, интегрировать с нашими реальными кейсами. Давай посмотрим по всему хранилищу, какие у меня есть to-do. Соответственно, я сейчас попрошу его как раз поработать с командой tasks. Я должен увидеть, что да, он уже это видит. Он мне говорит, что вот у меня в daily есть две тудушки, и в файле teammd есть одна тудушка невыполненная. Я ему так скажу, купить
масло уже сделано. Отлично, отправляю эту команду и проверяю, что сейчас он должен отметить, купить масло как сделано. Готово, сделано, все довольно быстро работает. Если открою сегодняшнюю заметку, вижу, что все, купить масло уже отмечено как сделанное. Мне кажется, нам осталось протестировать еще один функционал, самый клевый. Это поиск Obsidian. Помните, мы вручную довольно хорошо находили нужные нам файлы. Я хочу сейчас прямо в терминале сказать моему агенту, используя Obsidian Skill, и поищи, где встречается фраза time to first token. То есть у нас есть отдельное обсуждение, мы часто это обсуждаем, и, соответственно, хочу, чтобы где-то мы это поискали. Даже не хочу это делать вручную, мой терминал должен быстренько справиться. Отлично. Он говорит, в 2 местах я это вижу, и в нашем чате, и в файле TeamMD. Мне осталось только сказать, покажи первый файл. Соответственно, у меня в бэкграунде открывается мой файл, я могу посмотреть, и да, сразу же я вручную вижу, что у меня тут TTFT. Соответственно, все работает быстро, прямо из одной командной строки. Как вы понимаете, это только начало работы с Obsidian крутым. Этот функционал и можно, и следует комбинировать с другими возможностями, например, строить из этого графы по методу Карпатова, который мы обсуждали вот тут вот тоже, или работать с другим агентским окружением, или обвязкой, или оболочкой. Соответственно, вы можете использовать кодекс или Cloud-код, или тот же OpenClaw. Соответственно, CLI универсальный. Главное, находите скилл или используйте этот же самый скилл. Отдавайте в вашу оболочку, и ваш агент получает доступ работать классно с вашим Obsidian хранилищем. Если вы досмотрели до этого момента, значит, вы интересуетесь правильными, классными вещами. Обязательно залетайте в нашу про-группу. Ссылка тоже в описании. А все бесплатные ресурсы из своих видео я прикрепляю в свою бесплатную телеграм-группу, ссылка на нее тоже в описании. Туда тоже обязательно залетайте, и всем до скорых встреч.